Многие думают, что датчик температуры охлаждающей жидкости нужен только для того, чтобы показывать температуру мотора на панели приборов. Но на самом деле все намного интереснее. Рад вас видеть, друзья! В этом видео на понятном языке расскажу, для чего необходим датчик температуры охлаждающей жидкости в системах управления двигателем. На первый взгляд кажется странным, почему обычный датчик температуры имеет такую важность. Причина проста. Электронный блок управления не умеет видеть или щупать мотор. Он лишь получает сигналы от датчиков и строит математическую модель происходящего. И температура охлаждающей жидкости – один из главных параметров этой модели. Пока двигатель холодный, блок управления предполагает, что холодным являются масло, стенки цилиндров, впускной коллектор, каталитический нейтрализатор, кислородные датчики и даже масло в автоматической коробке передач. Поэтому один небольшой датчик запускает сразу десятки различных алгоритмов. Начнем с простого, а затем перейдем к более интересному. Влияние датчика на топливо-воздушную смесь. Когда двигатель холодный, топливо плохо испаряется, и чтобы мотор запустился и работал ровно, смесь нужно сделать более богатой, то есть необходимо добавить больше топлива. Как только антифриз прогревается, датчик меняет свое сопротивление и дает сигнал блоку управления, что мотор прогрелся, и блок управления корректирует топливо-воздушную смесь. Если датчик неисправен и показывает, что мотор всегда холодный, тогда форсунки будут буквально заливать цилиндры бензином. И это не просто черный дым, нагар на свечах или большой перерасход топлива, а также большой избыток бензина смывает масло со стенок цилиндров, что может привести к задирам и выходу мотора из строя. Далее, влияние на зажигание и холостой ход. При разной температуре охлаждающей жидкости блок управления по-разному регулирует угол опережения зажигания, и поэтому если датчик неисправен и дает неверные показания, двигатель может терять мощность, тупить при разгоне или даже детонировать. Более того, именно ориентируясь на температуру охлаждающей жидкости, блок управления прогревает мотор на повышенных оборотах. Поэтому если холостой ход внезапно начал плавать или прогревочные обороты вовсе пропали, тогда первым делом стоит проверить именно этот датчик или регулятор холостого хода. Следующее – охлаждение мотора и защита от перегрева. В современных автомобилях вентилятор на радиаторе включается не сам по себе, а по команде блока управления. И ЭБУ дает эту команду, опираясь на показания все того же датчика температуры охлаждающей жидкости. Если датчик показывает минус 40 градусов, когда антифриз уже кипит, то вентилятор просто банально не включится. И как итог, перегрев, пробитая прокладка ГБЦ и дорогостоящий ремонт. И здесь отмечу очень интересный факт, что банальный обрыв в цепи датчика температуры блок управления воспринимает как минус 40 градусов, независимо от настоящей температуры мотора. Вот такой маленький и копеечный датчик может полностью вывести мотор из строя. Но также отмечу, что на некоторых автомобилях устанавливают два датчика температуры, сигнал с одного датчика идет на блок управления двигателем, и по нему ЭБУ управляет всеми процессами в системе управления двигателем, а второй датчик идет именно на управление вентиляторами системы охлаждения. Но все же на большинстве бюджетных автомобилей устанавливается именно один датчик, и именно он отвечает за все эти процессы. Также отмечу, что при обрыве в цепи датчика многие блоки управления сразу включат вентиляторы охлаждения, независимо от настоящей температуры мотора. Поэтому если на вашем автомобиле постоянно работает вентилятор охлаждения, тогда в первую очередь проверяйте цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Именно такую проблему я решал вот в этом видео. Ну а более современные блоки управления уже не кидаются в такие крайности. При обрыве в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости их алгоритмы позволяют проанализировать данные с других датчиков температуры. Например, датчик температуры впускного воздуха, датчик температуры масла, а в некоторых системах и датчик температуры топлива, и на основании их показаний выстроить математическую модель примерного значения температуры охлаждающей жидкости. Ну и еще одна важная функция датчика температуры охлаждающей жидкости. Для нормального запуска мотора необходимо не только подать топливо и искру, а также необходимо выставить в нужное положение регулятор холостого хода. Чем холоднее на улице, тем на больше шагов блок управления открывает канал регулятора холостого хода. А чем мотор горячее, тем меньше необходимо открывать канал регулятора холостого хода. Ну и как вы понимаете, в этой ситуации блок управления также определяет температуру именно по датчику температуры охлаждающей жидкости. Поэтому, друзья, этот датчик очень важен для работы системы. Ладно, прогревочные обороты и вентилятор – это скучно. Переходим к более интересным моментам. Вы знали, что в вашем инжекторе спрятан виртуальный карбюратор? Смотрите, как это работает. Программный ускорительный насос. В карбюраторе был механический носик, который брызгал бензин при резком нажатии на педаль газа. В инжекторе этот процесс полностью цифровой. Когда водитель резко открывает дроссель, в
воздух устремляется в цилиндры очень быстро, а тяжелое топливо испаряется медленнее и оседает на холодных стенках впускного коллектора, и возникает провал. И вот на объем впрыска этого программного ускорительного насоса напрямую влияет датчик температуры охлаждающей жидкости. На холодном двигателе испаряемость бензина минимальна, поэтому блок управления по сигналу датчика температуры заставляет форсунки лить больше топлива при резком нажатии педали газа, чем на прогретом моторе. Диагностика пропусков воспламенения. Диагностика пропуска воспламенения на многих системах активна в диапазоне от плюс 15 до 100-110 градусов. Точные пароли зависят от прошивки блока управления. При показаниях датчика ниже 15 градусов диагностика отключается, чтобы избежать ложных срабатываний из-за нестабильного смесеобразования и густого масла. И при перегреве регистрация пропусков также может блокироваться. Датчик температуры также может использоваться для управления автоматической коробкой передач. Многие водители замечают, что зимой автоматическая коробка передач первые несколько километров затягивает передачи и не переключается на самую верхнюю. На некоторых системах, пока антифриз не нагреется до определенной температуры, блок управления запрещает коробке включать высшую передачу. Это сделано для того, чтобы быстрее прогреть и мотор, и масло в коробке за счет повышенных оборотов. Но самое главное быстрее прогреть катализатор, что напрямую влияет на экологию, а также уберечь холодную трансмиссию от высокой нагрузки. Думаете, это все? На самом деле нет. Управление клапаном продувки адсорбера. Адсорбер улавливает пары бензина из бензобака, а затем клапан продувки отправляет их в опускной коллектор. На холодном моторе этот клапан закрыт, потому что если подать нестабильные пары бензина в непрогретый мотор, его может начать трясти, нарушится смесеобразование и мотор может нестабильно работать. Поэтому продувка адсорбера начинается строго после того, как датчик температуры охлаждающей жидкости сигнализирует о выходе на стабильный температурный режим. Обычно это около 40 градусов. Даже работа кондиционера зависит от датчика температуры охлаждающей жидкости. Электронный блок управления двигателем отключает муфту компрессора кондиционера при критическом росте показателей датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев мотора. Включение кондиционера создает дополнительную нагрузку на мотор. При росте температуры охлаждающей жидкости до 100-105 градусов, в зависимости от прошивки и марки автомобиля, блок управления сбрасывает нагрузку, отключая кондиционер. И компрессор возобновит свою работу в штатном режиме, как только температура охлаждающей жидкости снизится до рабочей нормы. Обычно это ниже 95 градусов. На самом деле датчик температуры охлаждающей жидкости участвует еще во множестве различных процессов, начиная от влияния на фазорегуляторы и заканчивая работой ЕГР и управлением электрической помпой или электронным термостатом. Поэтому значение этого датчика очень и очень велико. При его неисправности мотор может нестабильно работать, может вовсе не запуститься, а в некоторых случаях этот маленький датчик может вывести мотор полностью из строя. Поэтому очень важно следить за этим датчиком и уметь его диагностировать. Большинство думают, что если нет ошибок, значит датчик исправен, но на самом деле все абсолютно не так. Блок управления проверяет не сам датчик, он проверяет лишь диапазон его сигнала. Если напряжение соответствует возможной температуре, все считается исправным. Например, утром после ночной стоянки датчик температуры охлаждающей жидкости показывает плюс 42 градуса, а датчик температуры воздуха показывает плюс 18. Опытный диагност сразу поймет, что что-то не так, но далеко не каждый блок управления посчитает это неисправностью. Поэтому проверять датчик необходимо не по наличию либо отсутствию ошибок, а проверять корректность его сигнала при помощи обычного автомобильного сканера. А как это просто сделать, даже не открывая капот, я рассказывал в этом видео.